Привет, 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 песеры, с вами Морж и, собственно, такой гайдовый обзорчик на тактику в нашей игре. Совсем недавно я проводил опрос у себя в Телеграме, и только 1% людей проголосовали за то, что они играют тактикой длинный пас. Тактика крайне непопулярна, для этого есть свои причины, но меня прям удивил этот 1%, потому что в первую очередь самый сильный тренер под эту тактику навык имеет всего лишь 75. Когда на контроль мяча и быструю контратаку есть по 87, сами понимаете, нужно игрокам гораздо больше очков вкидывать в стиль, чтобы была сыгранность 99 или 100. Я своих игроков решил не пороть, я просто собрал состав из того, кого захотелось. И, собственно, вот таким составом пойду ее тестировать. Высокорослые нападающие, играющие хорошо головой, у меня, собственно, в центре. На правом и левом полузащитнике ребята с хорошим пасом навесом, потому что все-таки длинный пас, он предполагает пас навесом. В центре оба товарища, которые хорошо умеют защиту. То есть, по сути, центр и защитная линия у меня будут отрабатывать на защиту, фланги и центральный нападающий будут отрабатывать на атаку. Ну, плюс есть Кимих на правом защитнике, тоже у него хороший пас навесом. Думаю, он будет подключаться по флангу вместе с Месси, и что-то хорошее он сделает. Ну, Эрнандес просто мой любимый защитник. Я решил его оставить. Вот такая замена у меня присутствует. Канцело тоже с хорошим пасом навесом. Плюс Роналду и Румениги вполне себе сносно играют головой и хорошо открываются. Попробуем, что же это реально за фрукт, с чем его едят. И я вам расскажу, конечно же, что я почувствовал на поле под нарезочку из моих матчей. Давайте пока что сначала в сухие цифры. Значит, по тактике длинный пас. В атаке игроки не стремятся доминировать в центре, а предпочитают длинные передачи. Они готовы принять длинный пас, а если это сделать находящийся поблизости игрок, при необходимости откроется, чтобы помочь ему. То есть, основа этой тактики — это длинная передача, плюс игроки твоей команды, ну, собственно, игроки нападения будут тебе помогать и стараться открыться после того, как только ты принял мяч. В защите здесь все классно. Команда уходит в глухую оборону, встречая соперника у своих ворот. Защита не проваливается. Линия защиты находится очень глубоко, так же как при длинной контратаке. Вот, мне это очень даже вкатило. Когда мяч у команды, то есть когда команда владеет мячом, когда мяч снова оказывается у команды, защитники возвращаются на свои позиции, а игроки атаки выдвигаются вперед и готовятся принять длинную передачу. То есть, по сути, защитная линия вперед не идет и не делает вам дырок в обороне. Мне вкатило прям на 10 из 10. При потере мяча. Когда команда теряет мяч, игроки как можно быстрее оттягиваются к своим воротам и занимают оборонительные позиции. Опять же, стараются активно не прессинговать в центре поля, а стараются отойти к своим воротам, перекрыть зоны, и это мне тоже понравилось. Ну и я погнал, собственно, все это дело катать. И что я вам хочу сказать? Мне реально понравилось, как игроки себя ведут в атаке при этой тактике. Вы сами сейчас можете видеть по моментам, то есть они хорошо открываются. Вот я сейчас мог спокойно на Холланда отдавать, но я решил поиграть навесами. Вот, в принципе, я и хотел затестировать вообще игру навесами, насколько она сейчас хороша. Не совсем получилось у Роналду пробить, но Гуллит подхватил мяч, который центральный полузащитник. Вы видите, он подошел вплотную к штрафной, а Виейра при этом стоит чуть дальше, потому что позиция опорный полузащитник. Виейра у меня в штрафную, несмотря на стиль от штрафной до штрафной, не врывался. То есть Виейра все-таки держит позицию и готов к контратаке противника. И мне понравилось, и я реально начал играть через фланги, во-первых, достаточно легко развивать свои атаки. То там еще и могут подключиться правый и левый полузащитники. Достаточно много места, есть где разогнаться, есть где пофинтить, есть свободное пространство, особенно для таких техничных игроков, как Месси или Неймар. Вот. И они спокойно на фланге могут и пофинтить, и развернуться, и есть время спокойненько подать, собственно, на центральных нападающих. Но здесь, конечно, опять же, нужны хорошие нападающие, которые хорошо играют головой. И вот при том, что Холланд мне особо в игре не зашел, вот здесь вот Холланд реально выглядит прям на своем месте. Он выпрыгивает, он толкается корпусом, он забивает головой. Лева тоже в этом хорош, Роналду в этом хорош, Румениги вообще меня не расстроил в этом параметре. Поэтому я действительно удивлен, почему эта тактика так не популярна. Вот вы видите выход после атаки на мои ворота. Неймар уже вырывается, да, его там защитники пытаются прессинговать, но у него все равно есть время. А главное, центральные нападающие его поддерживают. То есть они не держатся сзади, они идут с ним практически на линии. И это мне понравилось. И я бы реально назвал эту схему скорее такой интересной контратакой. Вот я бы не назвал ее длинный пас, а именно интересная контратака, когда все твои атакующие игроки практически одной линией идут. Это очень удобно разыгрывать, и в реалиях нашей игры защитники просто за ними не успевают. При этом моя центральная линия
Да, Месси и Неймар именно участвовали у меня в атаке, ну и в основном были заточены на то, чтобы отдавать верховые передачи на моих центральных нападающих. Центральная линия тоже меня абсолютно не подвела. Понятно, вы мне сейчас можете написать, слышно, у тебя там Вейра стоит и Гулlit у тебя стоит. Но на самом деле туда вполне можно ставить Канте, Кессия. И я уверен, они отыграют не особо хуже. Что еще хочется добавить? По защите, опять же, ну, защита, вы сами понимаете, у нас при всех схемах достаточно странная, плюс они еще и поменяли в четверг управление, при том, что на кнопках можно, короче, выставить обратно то управление, которое было, к которому ты привык. На свайпах этого сделать нельзя, поэтому кушайте, не обляпайтесь. И у меня первые матчи, я так горел в защите, но это просто, они там что-то напоменяли, я пока с этим всем разобрался, это было достаточно тяжело. Вот, но при этом все равно линия защиты, вы сами видите, до центра поля, ну максимум до центра поля, и то, когда мои игроки уже у штрафной противника, они выходили, при этом достаточно быстро возвращались. Конечно, тут стоит иметь центральных защитников с более-менее скоростью, чтобы у центрального защитника была скорость и ускорение, ну хотя бы по 70, а лучше больше, и тогда обо всем будете успевать. Ну а атаки вы сами видите, вот буквально моя троица или четверка, когда какими силами я атакую, буквально врываются в штрафную противника, у меня огромная куча свободных зон, и это доставляет удовольствие. И они, главное, поддерживают один друг друга. Я бы, честное слово, вот, ну, после тех матчей, которые я накатал за эту тактику, после сегодняшней вот этой всей записи, я бы такую тактику поиспользовал для своей основной команды. Единственная проблема, что у меня уже, да, игроки прокачаны под другую, и нормально их не перекачать, плюс нормального тренера нет. Это на самом деле хреново. И само собой, я буду ждать легендарных тренеров, которых Konami нам пообещали. Вот, я надеюсь, что и под эту тактику, под длинный пас, будет какой-нибудь тренер с навыком там хотя бы 85, а лучше и все 90, раз, если он будет все-таки легендарный, да. И игроков можно будет совсем немножко прокачать в стиле, чтобы получить сыгранность 99 или 100. То есть, представьте, если я кайфанул от этой тактики при сыгранности 78, да, ну вот общий уровень сыгранности моей команды, то если было бы 100, насколько было бы еще лучше? Я считаю, что тактика зря, вот реально, на нее не обращают внимания, я понимаю, тренер сидел, посмотрите, вот сейчас открытие Холланда, ну просто, вот все, он выскакивает 1 на 1, и он открывается сам, не я его веду, при том, что Холланд, ну, достаточно бревенчатый у нас, и открытие у него, ну, такое себе. Камбэк, кстати, в этом матче я сделаю. И поэтому я, на самом деле, считаю, что эта тактика зря... не используются игроками, используются всего лишь 1% игроков. Понятно, основной состав я бы вам не советовал качать под нее. Вот. Свои рекомендации я дал, но сейчас у нас можно футболистов брать и за номинальные контракты, и открывать спаков и так далее. И, естественно, у вас будут дубли футболистов, то есть, допустим, одна фиалка, а одна не фиалка. Вы можете обычного футболиста прокачать под свой основной состав, а фиалку, допустим, попробовать под эту схему. Не обязательно, чтобы там были прям супер самые мега лучшие игроки. Вы просто попробуйте, вы просто почувствуете, подходит ли вам именно такое развитие атаки и такие действия в защите. Я скажу, что мне подходит. Я прям кайфанул. Вот мне понравилось. Несмотря на то, что всего 1% людей это используют, я прям получил удовольствие. А я не так уж часто получаю удовольствие от матчей, честно вам скажу. Ладно, ребят, на Батистуту обзор в работе, турнир тоже скоро будет, поэтому контента будет достаточно много. Пиши, попробуешь ли ты вообще эту тактику, ну, возможно, какими-то футболистами второго эшелона, которых ты особо не используешь, мне будет интересно почитать. И через пару недель проведем еще раз голосование в Телеграме, посмотрим, может быть, какое-то количество людей начнет использовать эту тактику и получать удовольствие от игры. Это было бы здорово. На этом, ребят, прощаюсь, надеюсь, вам было интересно и информативно. С вами был Морж, до новых встреч, пока-пока.